мои друзья, дорогие мои подписчики и гости канала. Прекрасный солнечный день. Хорошего всем настроения. Как вы уже догадались, я сейчас стою на фоне одной из церквей нашего города. Церковь очень маленькая. Она выстроена в наше время и посвящена святой мученице Татьяне. Тема сегодняшнего видео будет о том, как я благодарю высшие силы, светлые высшие силы, за то, что они мне помогают в моей магической работе, помощи людям. Я выбрала сегодняшний день для своего паломничества, чтобы посетить 9 святых мест. Это храмы, церкви и, возможно, женский монастырь, для того, чтобы сделать пожертвования и кое-какие ритуалы по светлой магии. Путь сегодня не близкий. В 3 храма мне придется доехать на городском транспорте, ну, а остальные практически все в центре. Я уже снимала видео об этом, по-моему, пару лет назад. Я оставлю ссылочки, как я это делала раньше. Рассказывала практически о каждом храме. Разделила видео на несколько частей. Но сегодня я только расскажу суть своей работы. Очень сегодня припекает. Яркое солнышко. Так, друзья мои, начнем с того, что я буду по всем этим церквям и храмам собирать святую воду. Я подготовила вот такую бутылочку, где отметила 9 святых мест, хотя их будет намного больше, поскольку в некоторых храмах и церквях есть нижние и верхние ярусы. Я так посчитала, примерно, наверное, не 9, а даже 12 мест. Ну, мы, по сути, всех посетим, все я покажу, куда я буду заходить, где я буду ставить свечи и так далее. Ну что, мои дорогие, идем внутрь. Если мне дадут благословение, я поснимаю внутри. Ну, если нет, так нет. Самое главное мне набрать воды, поставить по 3 свечки, святым, любой иконе, которая меня пригласит, а также помин. Вот здесь я наберу водички. Практически в каждой церкви стоит такой чан. Вот. Закажу службы за упокой покойникам, к которым я обращалась, за помощью, за здравие всем своим клиентам, которые православные, службы. Дорогие, на этом мои добрые дела в этой церкви, в этом храме святой мученицы Татьяны закончены. Я заказала много служб, кому-то молебны, кому-то панихиды, кому-то проскомидии, своим клиентам, своим хорошим знакомым, друзьям, кто меня просил об этом, а также родственникам, своей семье, как по отцовской, так и по материнской линии, всему своему роду, как о здравии, так и о покоении, кого помню и кого не помню. Вот. Положила помин, поставила свечи высшим силам,
а также святой мученицы Татьяне, в честь которой названа вот эта церковь. Вот, я очень довольна. У меня очень хорошее настроение. Вот, мои дорогие. Ну, до следующего сюжета. Идем дальше. Ну вот, мои дорогие, второе святое место, к которому я приехала, это храм святого мученика Георгия Победоносца. Если кому-то интересна история храмов города Витебска, Республики Беларусь, вы можете найти эту информацию в интернете, поскольку Витебская область во время Великой Отечественной войны подвергалась мощнейшему нападению немецко-фашистских захватчиков. Многие храмы были разрушены и восстановлены уже в современное время. Основана в 1995 году. Заходим внутрь. Ну и, как я сказала, уже если мне дадут благословение, я поснимаю. Если нет, то на этом и остановимся. Благослови душа моя Господа, благословен еси Господин. Господи Боже мой, возвеличился еси зело, благословен еси Здесь двухъярусный храм. Вот второй ярус. Ну, я позже туда поднимусь. Сказали, храм закрыт сейчас, верхний ярус. Ну, поставить свечки я смогу. Ну вот, мои дорогие друзья, я уже у третьего святого места нашего города. Это Покровский собор. Сейчас я зайду внутрь, друзья мои, и, как во всех церквях, наберу святой водички, поставлю свечи, закажу службы за здравие и за упокой, а также поставлю свечи духом рода, ангелам-хранителям благодарность и у икон, которые меня позовут. Благослови душа моя Господа, благословен еси Господи. Благослови душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живого. Наверное, не слышно вам. Вовсю бьют колокола в Успенском соборе. А сейчас я подхожу еще к двум святыням нашего города. Это восстановленной церкви
Ну, я прям заслушалась. Жаль, я еще туда не подошла. Но она следующая, после этих двух. Слышно? Нет? Солнышко развернулось в эту сторону, поэтому немножко засвеченная съемка. Вот это деревянное сооружение, это храм святого Александра Невского. А белокаменная красавица – это Благовещенская церковь. И я направляюсь теперь сюда. Обе церкви находятся на берегу реки. Западная Двина. Вот такое тут красивое здание. Сейчас я зайду здесь, наберу водички святой, закажу службы, поставлю свечки и иду дальше. Это уже 4-я и 5-я святыни нашего города. Кто-то уже, наверное, догадался, что наш город является местом силы, поскольку в центре огромное количество церквей. Так вот, друзья мои, 5-е святое место, православный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Идем внутрь и делаем благие дела. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Здесь у нас фонтанчик, вечером он светится. А я иду к следующей святыне, 6-й по счету, Успенскому собору. Здесь за деревьями не видно, также рядом женский монастырь и церковь этого монастыря имени Святого Духа. Присела отдохнуть на лавочку, прежде чем я поднимусь вон по тем ступенечкам на самую горку вверх. Путь нелегкий, но мы преодолеем. Так, ну прежде чем я туда поднимусь, вот церковь Святого Духа, женского монастыря. Сейчас я зайду сюда, водички наберу. И идем дальше.
Так, идем наверх. Чудеса какие-то, а? В монастыре все закрыто, заперто у них. Провели меня там, где вода у них святая стоит. И оказывается, там вода еще аж с крещения освященная. Вот чудеса, а? Так, идем вперед. Ну что, друзья мои, я уже на горке возле Успенского собора. Здесь два храма. Еще вон один встроенный нижний ярус. Называется православный храм Преображения Господня. Ну а я иду сюда. Снова набрать водички, заказать службы, поставить свечи и так далее. Солнце идет уже к закату. Мне еще нужно успеть в 3 церкви. Чудеса. Здесь энергетика такая сумасшедшая. Боже. Волшебство. Услыши мя, Господи. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вон ми глаз умоления моего, внегда возвать ими к Тебе, услыши мя, Господи. Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою. Ну вот, мои дорогие, я подошла еще к одной святыне нашего города. Это Воскресенская церковь. Как раньше ее называли, Рынковая. Она немного в стиле католичества, но тут когда-то находился католический храм. И внизу еще есть встроенная церковь новгородского чудотворца. Сейчас я подойду ближе, и мы зайдем внутрь. Православный храм преподобного Антония Римлянина.
Ну что, мои дорогие, последнее мое пристанище, как говорится, на сегодня, где я буду набирать святой воды, это Успенская церковь. Она находится в нашем ботаническом саду. Эта церковь восстановленная. Ну и почему я выбрала ее последней? Потому что она находится недалеко от моего дома. Сейчас я туда зайду, сделаю все свои добрые дела, закажу службы, поставлю свечи, оставлю своему роду за упокой кое-какие дары, наберу святой водички и домой. Ну, а прежде чем я все это завершу, мы зайдем внутрь. Ну вот, мои дорогие, я и закончила сегодня свой день, когда я совершала паломничество по 9 святым местам нашего города. Ну, там получилось намного больше, как я уже говорила. В нескольких церквях у нас верхний и нижний ярус есть, и в одном храме получается 2 церкви. Святая водичка набрана для моей работы. Если кому-то нужна моя помощь, добро пожаловать, обращайтесь. С удовольствием отвечу на ваши вопросы и помогу, если это в моих силах. Всем всех благ.